This is conditional love. Это условная любовь. If you're interested, если вы заинтересованы, then you love me. Если есть заинтересованность, тогда я тебя люблю. If I'm not interested, you don't love me. Если я не интересный, то ты меня не любишь. Служить, давать. Serving and giving. Okay. So if I serve and give to you, you love me. То есть если я служу тебе и даю тебе, ты меня любишь. If I'm not serving and giving you, you don't love me. Если я не служу и не даю тебе, ты меня не любишь. Okay. If I accept you, you love me. Если я принимаю тебя, ты меня любишь. If I don't accept you, you don't love me. Если я не принимаю тебя, ты меня не любишь. And the last one? Presence. Presence. So, if I'm present... Presence is a gift. Oh! If I buy you presents, if I buy you gifts, you love me. Если я тебе дарю подарки, ты меня любишь. If I don't buy you gifts, you don't love me. Если я тебе не дарю подарки, ты меня не любишь. See, conditional love is always a deal. То есть условная любовь – это всегда сделка. In other words, if your actions match my concept of love, то есть, другими словами, если ваши действия подходят под мой концепт любви, the program love gets triggered, то программа «Любовь» загружается. and I have emotions that I identify as love. И у меня появляются эмоции, которые я идентифицирую как любовь. If your actions don't match my concept of love, Если ваши действия не подходят под мой концепт любви, no program gets uploaded. программа никакая не загрузилась. No program. I said no. Okay. And therefore no love feeling. И поэтому нету чувства любви. Is that love? Является ли это любовью? Something in you says, can't be. Что-то в вас говорит, что не может такого быть. They invented pills to produce love. Они изобрели таблетки, которые дают вам любовь. And not the blue ones. Не голубые, не виагра. Ecstasy. Экстази. So, chemical reactions can produce emotions. То есть химические реакции, они могут давать и вызывать эмоции. Also, falling in love is a state of an inner drug release. Также и когда вы влюбляетесь, это такое состояние, когда внутри происходит некоторая химическая реакция. It's extremely intoxicating. Это просто потрясающая Интоксикация. You get hooked on it like this. Вы на это подсаживаетесь? When I experienced it the first time when I was 11 and a half, Когда я в первый раз это ощутил, когда мне было 11,5, I thought I found the Holy Grail. я думал, я священный Грааль нашел. I was in love. Я влюблен. The whole world suddenly made sense. Сразу весь мир обрел смысл. But she was 2 years older than me, Но она была на 2 года старше, чем я. and at that age, that is decades. И в этом возрасте это как просто десятки лет. She was with a guy 15 years old, not 11. И она встречалась с 15-летними, а не с 11-летними. So this love did not have a happy ending. То есть у этой любви не было счастливого конца. Because it never had a happy starting. Потому что у нее никогда не было счастливого начала. And ever since, for years, I was looking for that love. И с этого момента, годы, я искала эту любовь. And time and again being disappointed. И снова разочаровывался. And then with spiritual awakening, etc., I found out that this wasn't love. И потом, когда я пробудился духовно, я понял, что это не было любовью. This was certainly the emotion human beings call love, but that is conditional. И это определенно была эмоция, которую люди называют любовью, но она условна.
So I was reading about a different kind of love И я читал о различных видах любви, called unconditional love. который называется безусловная любовь. And instantly I did feel there's the cheese. И сразу же я почувствовал, вот там-то все и дело скроется. Because I also did feel that I was missing that deep down. I didn't give it to myself. Потому что я также чувствовал, что глубоко внутри я не давал этого себе. I loved myself only when I was a particular way. Я любил себя только когда я был и действовал определенным образом. With my parents, the same. They only loved me when I was a particular way. С родителями то же самое. Они любили меня только когда я был и действовал определенным образом. And so I realized unconditional love is freedom. И я понял, что безусловная любовь – это свобода. And the real deal. И это и есть то, что настоящее. But it's not so easy to come to unconditional love. Но это не очень-то просто прийти к этой безусловной любви. So I met many others like me looking for unconditional love. И я встретил многих и многих таких же, как я, которые искали безусловную любовь. So first thing to realize is that unconditional love is a living thing. И первое, что нужно понять, что безусловная любовь – это как живой организм. This is a concept. Это концепция. Concept, trigger, program. Концепция, что-то загрузилось в программу. Real love is a living thing. Настоящая любовь – это живое существо. It's not a reaction. Это не реакция. You need to meet and approach love like a living thing. Вам нужно соприкоснуться и подходить к любви как к живому чему. It's an invisible being. Это как невидимое существо. It is not approachable with greedy hands. И к нему нельзя приблизиться с такими жадными руками. It behaves a little bit like a cat. Оно себя ведет немножко как кошка. Как он не делает? The cat runs. Если делаете так, кошка убегает. If you're very calm, peaceful, wonderful, you are connected, but you don't want anything from the cat. Если вы расслаблены и присутствуете, вы соединены, но вам ничего не надо от кошки. And if your energy is good, Если у вас хорошая энергия, the cat will seek your presence. то кошка будет к вам стремиться. You can only open to love, and love comes by itself. Вы можете только открыться любви, и любовь приходит сама по себе. It's a being. Это бытие. It's not a dog. Это не собака. A dog you can say, come. Собаке ты можешь сказать сюда. You can't do that with love. С любовью такого не сделаешь. The more you open up and no ego, the more love as a being is attracted to you. Чем больше вы открываетесь, и чем меньше места для вашего эго, тем больше любовь, как бытие, может войти в вас. And when it touches you, И когда это затрагивает вас, the first thing that you experience is this love to yourself. и первое, что вы ощущаете, это любовь к самому себе. You experience a unconditional acceptance. Вы испытываете безусловное принятие, A complete yes. абсолютно полное «да». Unconditional means no conditions. Безусловное означает без каких-либо условий. Love doesn't ask you to be great, Любовь не требует от вас, чтобы вы были великим, to be brave, чтобы вы были храбрым, to be enlightened, чтобы были просветленным, to be good, были хорошим, to be fill in the blank. были сами заполните промежуток.
No. It asks nothing of you. Она ничего не требует от вас. It says, hi, yes. Она говорит привет. Да. And you just can't understand. Вы просто не можете понять. Like something so beautiful is not wanting anything from you. Как что-то такое прекрасное ничего не требует от вас. You just relax so much Вы просто расслабляетесь настолько, that by default suddenly you become that good person. что по умолчанию вы просто вдруг становитесь этим хорошим человеком. You become that wonderful, brave person Вы становитесь этим прекрасным, храбрым человеком. just because you are fully accepted. Просто потому, что вас полностью приняли. And that's a miracle of love. И это чудо любви. So this you experience first for yourself. И это вы ощущаете, во-первых, в первую очередь для себя. There's nothing you want anymore. Вы больше ничего не хотите. This is the beginning and the end. Это и начало, и конец. The only thing left is to share that joy. Единственное, что остается, это делиться этой радостью. And sharing means И делиться означает to help others помогать другим, to discover the same. помогать другим обнаружить то же самое, открыть то же самое. Love is impersonal. Любовь, она не личная, It doesn't belong to the Christians, она не принадлежит христианам, nor to the Buddhists, не буддистам, nor to a particular person. не какому-то определенному человеку. Love is something you cannot possess. Любовь – это что-то, чем вы не можете обладать. It's like an ocean, everyone can go there. Это как океан, любой может туда войти. And the ocean is not cross with you if you arrive 10 years late. Cross with you. Angry with you. И океан не сердится на вас, если вы приходите к нему на 10 лет позже. It's timeless, it waits forever. Он существует вне времени, он ждет вечность. It's for you to go there. И это ваше дело прийти туда. But it's always there. Но он всегда там. Anytime when you're ready, В любой момент, когда вы готовы, the ocean is there. океан там. It's up to you. И это решать вам. If you have chosen to be your word, Если вы выбрали быть своим словом, remember, creation is something from nothing. помните, созидание – это что-то из ничего. On the foundation of you being your word, you can create На основании того, что вы являетесь своим словом, вы можете создать I am unconditional love. «Я есть безусловная любовь». I as my word having said so, not I as my ego. Я, как мое слово, и слово, которое я даю, а не как я, как мое эго. It's an important difference. Это очень важная разница. So that I am conditional love is not a separation. И это «я есть безусловная любовь» – это не разделение. It's simply that you state that you are in that state. Это просто то, что вы говорите и утверждаете, что вы находитесь в этом состоянии. Now from there, you are experiencing expansion and vibration. И уже начиная оттуда вы ощущаете расширение и вибрацию. And you will experience how the context, I am unconditional love, is forming you, transforming you. И вы ощутите, как контекст «я есть безусловная любовь» формирует вас и трансформирует вас. Until you become the instrument До того момента, пока вы не станете инструментом, of the whole, инструментом целого, expressing itself through you as unconditional love. инструментом целого, который выражает себя через вас как безусловная любовь. And there you are. И вот вы.
It starts with creating the context for this to happen. Это начинается с того, чтобы создать контекст, чтобы это могло произойти. And because you have the power to create context, И поскольку у вас есть эта сила, чтобы создать контекст, with the context, I am unconditional love, с контекстом «я есть безусловная любовь», you suddenly create the context for the possibility to become unconditional love. вы вдруг создаете контекст возможности стать безусловной любовью. And then when you surrender, И потом, когда вы отдаетесь этому рычагу, the whole will work on you to become unconditional love. целое будет работать над вами, чтобы вы стали безусловной любовью. It prepares you to meet love, the living thing. Оно готовит вас к тому, чтобы встретить любовь, это живое существо. It first cleanses you. Сначала оно очищает вас. It transforms your past. Оно трансформирует ваше прошлое. It makes peace with every person you ever met in your whole life. Оно примиряется с каждым человеком, которого вы когда-либо встречали в своей жизни. It rips your heart open. Оно раскрывает ваше сердце. It destroys all fears. Она разрушает все страхи. It takes away your pride, Она убирает вашу гордость, your importance, вашу важность. all the ego stuff Все эти эго-вещи. until you're naked, До того момента, когда вы станете голым, and then you're ready. и тогда вы готовы. It's unconditional now, Теперь это безусловно. and you're free. И вы свободны. And from there on, you are expressing the whole as unconditional love. И с этого момента вы выражаете целое как безусловную любовь. And remember, it's unconditional. И помните, это безусловно. You don't need to be anything other than you are right now. Вам не нужно быть чем-то другим, чем вы являетесь сейчас. All the ideas they have put into your mind, Все эти идеи, которые вам вложили в ум, that you first need to this and that and that and that, no. то, что вам сначала нужно это, и это, нет. It's not true. Это неправда. Just look at the word unconditional love. Просто посмотрите на слово «безусловная любовь». It welcomes you as you are. Она готова вас встретить такими, какие вы есть. The sun shines on the murderer, Солнце светит и на убийцу, on the liar, и на луна, on the greedy, на жадных, on the failures, на тех, кто провалился, as well as on the saints так же, как и на святых, and the good doers. и тех, кто делает добро. See, the sun is not saying, you have been bad, I don't give you my light. Видите, солнце не говорит, ты был плохим, я тебе не даю свой свет. Да. So all that, what you are, doesn't need to be any different. И все то, кем вы являетесь, этому не нужно стать каким-то другим. And therefore you already are welcome. И поэтому вас уже готовы встретить. It's just for you to give yourself permission to step into I'm unconditional love. И теперь это только ваше решение дать себе разрешение вступить в «Я есть безусловная любовь». Lao Tzu was one of the greatest philosophers in the history of mankind. Лао Цзи был одним из самых великих философов в истории человечества. He wrote one book, Он написал одну книгу. The Tao Te Ching. Дао Дэ Цзи. There's a little excerpt printed in your workbook, И есть небольшая цитата в вашей рабочей тетради. and what I'm reading to you. Можно мне рабочую тетрадь? Да, 144-я страница.
радует. Истина без любви делает человека критичным. Воспитание без любви рождает противоречия. Порядок без любви делает человека мелочным. Предметные знания без любви делают человека всегда правым. Обладание без любви делает человека скупым. Вера без любви делает человека фанатиком. Горе тем, кто скуп на любовь. Зачем жить, если не для того, чтобы любить? Wow. Isn't that great? Разве это не прекрасно? Imagine that the path to heaven, the path to enlightenment consists of 7 stairways. Представьте себе, что путь на небеса состоит из 7 ступеней. And here you start one day, you start your spiritual journey. И вот здесь в один прекрасный день вы начинаете свое духовное путешествие. So you read books, you do Вы seminars, читаете книги, делаете семинары, you meditate, медитируете, you go to India, meet a couple of gurus, едете в Индию, встречаете парочку гуру, maybe you become a monk, you go to the Himalayas, может быть, становитесь монахом, едете в Гималаи or you do whatever you do, и делаете еще что-нибудь, что вам нужно. and wow, now you're here. И вау, теперь вы здесь. But suddenly you have a challenge. Но вдруг у вас есть такое препятствие. When you started, they didn't tell you that the last run is so high. Когда вы начинали, вам не сказали, что последняя ступень, она настолько высокая. Somebody is playing a trick on you. Кто-то здесь над вами такую шутку сыграл. You try all kind of things, but that's too high. Вы пытаетесь сделать все, что угодно, но это слишком высокая ступень. There's no way that you want to go back. There's no way that you want to go back. И вы определенно точно не хотите вернуться. So what do you do? И что же вы делаете? You wait. Вы ждете. Well, others also are waking up and starting their journey. Ну, другие тоже просыпаются и также начинают свой путь. And suddenly you are two. И вдруг вас здесь двое. You say hi. Вы говорите привет. You both look up. Вы вдвоем оба смотрите. It's still too high. Все равно слишком высоко. Even, of course, with the idea if one steps on the shoulders of the other. Конечно, даже с идеей, что один другому встанет на плечи. So now you both wait. И теперь вы вдвоем ждете. But you have company, so it's better. Ну, у вас есть теперь компания, поэтому уже лучше. Somebody else comes. So now you can make a plan. И теперь вы можете разработать план. There's only one problem. Но есть только одна проблема. You don't know if anybody else will come. Вы не знаете, придет ли кто-то еще. And you have given so much to get there. И вы уже отдали столько, чтобы добраться к нему. Sacrifices, renunciation, all of that. И жертвы от всего отказались, уже все сделали. And you really want to enter the heavens. И вы действительно хотите попасть в рай. So eventually you are making a plan and one steps on the shoulders of the others. And there we go. И вдруг вы построили план, один ставит другому на плечи и идете туда. Which one should be you? Какой из этих должен быть вами? Wrong. Неверно. Самый нижний. Самый нижний, lowest. Here or there, Здесь или здесь. best here. Самое лучшее внизу. This one here gets pulled down again, while this one with magical hands arrives in heaven. Того, кто на самом верху, его опять перетянет вниз, а нижнего волшебная рука заберет в рай. That's why our last step in the awareness process is called enlightening others. Именно поэтому последний шаг нашего процесса осознания называется «просветли других». Or helping others. Или Same thing. «помоги другим», то же самое.
And this comes from the Bodhisattva vow. И это исходит из клятвы Бодхисаттвы, обета. The story is that Buddha, after he reached enlightenment, История здесь в том, что Будда, после того, как он достиг просветления, was invited to enter Nirvana. ему была дана возможность войти в нирвану. Nirvana is the Buddhist paradise, the Buddhist heaven. Нирвана – это буддийский рай. And when he arrived at the gates to Nirvana, И когда он подошел к этим вратам нирваны, thousands of people were waiting for him and happy, тысячи людей ждали его и были счастливы, asking him to come. и просили его войти. But suddenly he stopped, just before he put his foot over the threshold. Он вдруг остановился прямо перед тем, как он переступил через порог. He hesitated for a moment, then he turned around and started the way back into the world. Он на минутку задумался, замешкался, и потом повернулся и начал свой путь обратно в мир. One of his friends from heaven ran after him and asked him, Buddha, Lord, what are you doing? Один из его друзей из рая побежал за ним и сказал: Будда, Бог, что ты делаешь? And Buddha said, I'm returning into the world, and I will only come into Nirvana after every sentient being has entered before me. Он сказал, что я возвращаюсь в мир, и я войду в нирвану только тогда, когда каждое существо на планете войдет в нирвану до меня. And that is known as the Bodhisattva vow. И это известно как обет или клятва Бодхисаттвы. And that's where the analogy comes from. И отсюда именно исходит эта аналогия. As coaches, Как коучи, especially as consciousness coaches, и особенно как коучи сознания, you are engaged in the transformation of others. вы вовлечены в трансформацию других людей. As a coach, you serve their ego's goals, fine. Как коуч вы, может быть, и служите целям их эго, хорошо. Remember, there's no judgment. Помните, нет осуждения. Your love is unconditional. Ваша любовь безусловна. If they want to double the income, you're serving it as much as if they want to become enlightened. No judgment. И если они хотят удвоить свой доход, вы служите этому точно так же, как если бы они хотели стать просветленными. Здесь нет осуждения. But something in that interaction Но во время этого общения есть что-то, is exchanged as well. чем вы как бы обмениваетесь. And that's your light. И это ваш свет. You don't need to tell anything about it. Вам не нужно ничего рассказывать об этом. You don't need to do anything. It's automatically exchanged. Вам не нужно ничего делать. Это автоматически происходит этот обмен. When I coached executives, Когда я коучил на высоких позициях управленцев, it's a usual thing in the beginning because they don't know me, это обычная вещь в начале, потому что они меня не знают. what they want from a coach. То, что они хотят от коуча. Better communication, time management, etc. Лучшие навыки общения, тайм-менеджмент и так далее. Every one of them. Каждый из них. After 3-4 coaching sessions, После 3-4 коучинговых сессий they didn't want to continue with the original goal anymore. они уже не хотели продолжать со своей изначальной целью. They were suddenly more interested in meditation, Они вдруг сразу заинтересовались медитацией, in ego transformation, трансформацией эго, but then they got a problem with the company. но потом у меня начались проблемы с их компанией. So I'm not so good. Поэтому я не так хорош. So enlightening others is a natural journey when you are in coaching, when you are in training. И просветление других – это совершенно естественный путь, когда вы в коучинге, когда вы в тренингах. And by helping others, the whole helps you. И когда вы помогаете другим, целое помогает вам. We have an exercise for you. И у нас для вас есть упражнение. Usually, okay. It's the
love exercise. Это упражнение любовь. It's all about opening up Это все о том, чтобы открыться, so that love as a being can come to you. чтобы любовь как бытие могла войти в вас. We are all openings for love. Мы все являемся открытием для любви. Each one of you. Каждый из вас. And when you meet in that exercise, И когда вы встретитесь в этом упражнении, and you are really open, и вы действительно открыты, then the love being of the other and your love being are making contact. то тогда бытие любви другого человека и ваше бытие любви, они вступают в контакт. So enjoy.